Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня все украинские СМИ взорвались новостью о недвижимости Анатолия Шария. А у Шария в Европе есть недвижимость. Это все выдается как супер новость, и об этом мы поговорим позже, да? Впрочем, я уже дал комментарии Стране.ua. Они попросили меня опровергнуть. Я опроверг на самом деле, потому что было указано, что недвижимость стоит миллион. Я опроверг, сказал плюс-минус 3 миллиона. Ну а теперь о главном. Теперь я вам расскажу о том, как это все делалось. Вы готовы, да? Смотрите, вот это вот заявление было написано несколько часов назад в МОСАС, это испанская полиция. В данном заявлении некто Александр Золотухин указывает на то, что он получил заказ на политическое убийство политика и блогера Анатолия Шария. Заказ им получен, как он указывает, людьми, которые имеют непосредственное отношение к офису президента Украины Зеленского. Сейчас я вам предлагаю послушать аудио. Я уже набрал Сергея, говорю, блядь, вы что, ебнутые, блядь, нахуй вы меня подставляете так, блядь. Вы, сука, с этим ебаным Курбатовым слили, блядь, документ, блядь, который получил Курбатов без моего ведома, блядь. Взяли, блядь, сука, написали эти статьи, нахуй, блядь. Сейчас мне, блядь, он угрожает, блядь, блядь, ну пиздец, пацаны, блядь. Я говорю, Сережа, блядь, обеспечьте охрану ребенку, звони Кириллу, там, я не знаю, кому угодно, президенту, нахуй, звони, блядь. Да, сейчас я позвоню, от него так сегодня никто не вышел. Нахуй они это выложили, сука, что они не поедут туда и не сделают нормальное, блядь? Я не знаю, блядь, это твои контакты, ты им еби мозги, блядь. Я ему уже заебался это говорить, блядь. Нахуй мне надо, мне сейчас ребенку, блядь, нахуй голову оторвут, блядь. Ребята, вы что, ёбнулись нахуй на всю голову? Что мне сейчас делать, нахуй? Твои друзья, блядь, мне охуенную свинью подсунули. Звони, блядь, и заебываемся, Коля, блядь. Ну он, блядь, в ярости реально, чтоб ты понял. Давай, ты общался с Серегой только что? Да вот, я с ним общался минут 15 назад, он сказал, сейчас наберет Кирилла, блядь, там, или кого он еще наберет. Потом ему пишу, ну что ты с Кириллом поговорил? Он говорит, написал, наполовину, но сейчас буду еще общаться с каким-то не Кириллом и наберу тебя. Нервический разговор уже произошел после публикации фотографий типа недвижимости Шария. На аудио вы можете слышать Александра Золотухина, самого Александра Золотухина, который не побоялся и, в принципе, пошел против вот этих вот заказчиков, не пожелав стать убийцей. Александр Золотухин является в Украине преступником. И он был подан в розыск Интерпола, и его разыскивают по статьям, таким как хулиганство, часть 4, разбойное нападение, похищение человека и так далее. Вы спросите, какая связь у этого человека с таким интересным букетом, он находится в розыске, это официальный сайт МВД, с офисом президента? Мне тоже стало интересно. Давай сегодня после работы конференцию, в любое время после 20 по Киеву или завтра в 9 по Киеву, согласуюсь с Сергеем, Кириллом, сообщи, чтобы был на связи. Это он сообщает некому Николаю Дульскому. Сообщает о том, что хорошо было бы с Сергеем или Кириллом пообщаться. Николай Дульский — это человек, который также находится в розыске на территории Украины и за ее пределами. И разыскивает его Служба безопасности Украины, а разыскивает по статье «Государственная измена» и так далее. Обвиняют его в абсолютно нешуточных вещах. Как установили оперативные спецслужбы, заказчиком реализации противоправного замысла российских спецслужб является лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который находится на территории РФ, и которого разыскивают украинские правоохранители за угрозу убийства. Дульский — известный агент влияния российских спецслужб и так далее. Дульскому была посвящена даже пресс-конференция Службы безопасности Украины. Вот, предотвратили акцию недовольных болгар, к примеру. Ее пытался организовать лидер радикальной организации «Наждак» Николай Дульский, который скрывается на территории Российской Федерации. Кроме этого, он организовывал недовольных там венгров, по-моему, какие-то выступления и так далее. Кроме этого, Николаю Дульскому приписывают организацию выстрела из гранатомета по консульству Польской Республики. Служба безопасности Украины неоднократно делала заявления по Дульскому. Дульский выступал связным для Белой Балаклавы, планируя захваты административных зданий, организацию массовых протестов и уличных беспорядков. Кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором к совершению государственного переворота, утверждал зам Василия Грицака, главы Службы безопасности Украины. Не безинтересно, скажем так, в свете того, что я расскажу вам дальше, заявление ТСН 1+1, где они называли Дульского
человеком, который контактирует с Азаровым и так далее. И, короче, подозревается в антиукраинской деятельности. Далее переписка. Ты смотри, что Шарий вытворяет. Это он обсуждает с уже указанным мною Александром Золотухиным. Так а что он творит, я не вижу, я забанен, голосовой вызов. Это паранойя или прикол. Они обсуждают Шария. Вот, потом договариваются созвониться. И тут появляется еще одно действующее лицо. Некто Александр Курбатов. Снимал сегодня сектантов Шария, сообщает он находящемуся в розыске Александру Золотухину. Они пошли в наступление. В ближайшее время у вас сейчас совещание про это. У вас имеется в виду в Испании, потому что Александр Золотухин находится именно в Испании. Что это за человек? Александр Курбатов является журналистом Следство.Инфо и Бигус.Инфо. Вот его фотографии, вот он Александр. И Александр переписывается с находящимся в розыске Александром Золотухиным. Так, вылеты, они обсуждают, что вылеты запрещены из Украины, и нельзя попасть в Испанию, это большая проблема. Ему сообщает Александр, что он с офисом президента ведет переговоры, чтобы помогли выехать. Этот сообщает, нет самолетов, к сожалению, и так далее. Да? Они ожидают ответов от коллег из Испании, вот, чтобы ускорить это по максимуму. Потом опять переписка следует с Николаем Дульским. Жду ответа от журналиста по дате прилета. Торопи их. Пусть у Кирилла просят коридор. Я, наверное, раскрою наперед тайну. Кириллом они называют Кирилла Тимошенко, заместителя главы администрации президента. И обсуждает эта тройка вылет в Испанию для того, чтобы снимать недвижимость Анатолия Шария. Сейчас я вам расскажу, что их всех связывает вообще. Их связывает интерес к Анатолию Шарию, а также контакты с офисом президента. Здесь идет переписка. Видишь, какого из замов Ермака имел Шарий в виду, когда намекал. А Сергей и Кирилл выпали на паранойю. У Смирнова лохи, материал, ведущий. В общем, следуют переписки. Опять-таки с Дульским. Вы можете ознакомиться со всеми этими переписками. Я не хочу их все озвучивать. Вот. Они обсуждают, как выехать к Шарию. Через Беларусь обсуждают. Я опять-таки приведу слова 1+1 по поводу Дульського. Наждак, якого фінансує втікач Азаров. Наждак – це організація, причетна до масових акцій з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. І про неї сьогодні розповідав глава СБУ Василь Грицак. Почему это интересно? Потому что этот же Дульский обсуждает вылет журналистов 1+1 к Шарию. Также они делятся уже некой информацией, где у Шария находятся офисы на территории Евросоюза. Вот Александр Курбатов размышляет, что дорогое здание, а может ваши люди смогли бы нам его снять и так далее. Да? Это он спрашивает у Александра Золотухина, находящегося в розыске. Так, надо снять дом, улицу и так далее. Там крутой район обсуждают. Опять переписка с Дульским. Если что, я сведу с людьми. Торопи журналистов. Ну что, пришло время показать еще одного героя этих всех переписок. У вас сейчас все выстроится в стройную линию, поверьте. Вот это вот заместитель главы администрации президента Кирилл Тимошенко. На Кирилла Тимошенко возложена задача информационно, как угодно, любыми способами, законными, незаконными, мочить Шария и его партию. Вот это вот подручный Кирилла Тимошенко, его помощник Малыхин Сергей. Малыхин Сергей был ведущим проекта «Вася на матрасе». Вот, собственно, он. Вот это вот часть проекта. Начиная с 1 июля я буду целый месяц жить в этой комнате в прямом эфире. Не смотрите, что он похож на идиота. Вот фотографии Сергея Малыхина. Он руководил проектами социальными медиа, директор по маркетингу и социальными медиа. А потом он стал помощником Кирилла Тимошенко. У них давняя связь еще по старым проектам. Вот Кирилл Тимошенко, вот Сергей Малыхин, который находится в его друзьях. Рассказывают мне, что Кирилл сейчас скрыл его из друзей и так далее. Но это не поможет. Дело в том, что издание «Обозреватель» и ряд других в свое время начали публиковать расследование по Кириллу Тимошенко.
В частности, по самолету Мрия, который был загружен якобы гуманитаркой. А когда они завезли эту якобы гуманитарку, они реализовали ее по завышенным ценам через сеть Эпицентр. Вот обозреватель публиковал одно расследование, второе расследование. И здесь во всех этих расследованиях упоминается Тимошенко. А потом на обозреватель была совершена DOS-атака. Очень мощная DOS-атака, которая снесла обозреватель там на несколько часов. Чуть позже появилась информация, кто организовал эту DOS-атаку. Организовали в офисе президента. В сети назвали заказчика атак на обозреватель. Заказчиком атак на обозреватель телеграм-канал «Темный рыцарь», который имеет непосредственное отношение к слугам народа, назвал Сергея Малыхина, помощника Кирилла Тимошенко. Вот Сергей Малыхин обращался к «Темному рыцарю» за услугами как раз таки по DOS-атаке. Сообщалось, что эта DOS-атака стоила офису президента порядка 25 тысяч долларов США. Чтобы вы понимали, на что они тратят ваши деньги. DOS-атаке подверглись также сайт «Высокий замок», не только обозреватель. Причем «Высокий замок» они запугали настолько, что «Высокий замок» в итоге удалил все статьи с упоминанием Кирилла Тимошенко, зама главы администрации президента. Сам Кирилл Тимошенко рассказал, что это все ложь, и он типа вот будет чуть ли не в суд подавать на страна.юа, потому что это все ложь. Он угрожал им, стране ЮА и так и прочим. Да? А теперь запись с голосом Сергея Малыхина, который звонит находящемуся в розыске за разбой, за киднеппинг Александру Золотухину, а в конференц-связи участвует находящийся в розыске по статье «Измена Родине», СБУ разыскивает Николай Дульский. Коля, ты тут? Да. Офис президента, в частности, на Кирилла Тимошенко. Я понял. Смотри, тема разговора известна, да, тебе? Да, но я бы послушал еще так, чтобы из первых уст. Из первых Так уст. сказать, Тогда, расклад. Кольчик, давай тогда ты будь модератором, раз ты инициатор, а уже будем подхватывать там то, что ты говоришь. Ну, я хотел бы, чтобы ты Сергею объяснил, как бы, что есть, как что и как ты планируешь 3 этапа. Насколько я правильно понял, у вас есть желание Толика там въебать и снять его с выборов. Ну, таким, методом информационной атаки. Там, правильно я понимаю? Значит, общая, то есть ситуация на текущий момент следующая. Однозначно, что есть желание въебать. Вот, по выборам конкретно, то есть вот эта история, связанная со снятием выборов, это перспектива, и над ней будут работать, я думаю, точно и однозначно. Вопрос в том, что конкретно эту историю я пока не обсуждал предметно, то есть я не знаю, какие там планы есть еще по ведомствам по разным, и вообще какие планы у президента относительно всего этого и так далее. Точно известно, что есть желание хуярить в связи с его деятельностью на территории Украины. Вернее, с его информационной деятельностью. Ну, понятно. Да, значит, я сразу хочу внести некоторые, для понимания, да. Я, например, вот тут вот общался с людьми, которые заведуют разными телеграм-каналами, вот, не подконтрольными, как бы, администрации, это там различные большие крупные паблики, и у них там есть внутри некая акт о ненападении с Толиком. Вот, то есть они там, часть этих людей с ним знакома лично, и все они, в принципе, пасутся на одной какой-то территории, противодействие текущей власти и, в принципе, раскачивание различных лодочек и соответственно, различные планы по выборам. Поэтому я вот тут у нас тут в школе был как бы такая, достаточно простая как бы тема для вброса. Вот, так, чтобы куда-то залупить и с этого начать какой-то процесс. Мне сказали, что ты подожди, потому что вам надо продумать следующие шаги, потому что ответка будет.
Конечно, Толя, Тех, извини, я перебью, да, Толя достаточно очень мощный чувак и очень состоятельный, с очень серьезной поддержкой, чтобы ты понимал. И поэтому да, это да. будет не просто сделать, и надо быть готовым к тому, что, чтобы ты понял, как только я зарубился с Толиком, то меня объявили в Интерпол. И я подозреваю, что, скорее всего, это его рук дело в том числе. Вполне может быть. У меня нет достоверной информации, я просто вижу качество продукта, да, которое его акции, его скорость производства, его влияние и так далее, и так далее. Это, ну, я точно знаю, что такого уровня компании в Украине сейчас практически никто не делает. Есть план определенный, как въебать его в 3 удара. Первый удар — это первая волна. Грубо говоря, там Коля, там и определенные там блогеры, там вот возьмем того же Реведжука, которого я сюда вытянул, он сейчас здесь. Ну ты знаешь, что такое Реведжук, это близкий к пороху был человек. Вот, он сейчас там дает показания на пороха, проходит детектор лжи, но не в этом суть. Есть у него ботаферма и так далее. Ну, начать раскачку, первое, там, закидывать по Толику информацию, причем есть по Толику информация, там, ну, например, по его недвижимости и его схемам, которые здесь. Я сейчас на них не буду останавливаться, но поверь, там фактаж очень серьезный. Потом уже, я так понимаю, были определенные переговоры с тем же Бигусом, с тем же этим Скрипиным. И они подсоединяются, как вторая волна уже более блогеров и журналистов, которые имеют серьезную аудиторию. И третья волна, это было бы, конечно, в идеале, чтобы, ну, это как бы я видел в идеале, чтобы вышел в итоге после всех этих 2 волн. Почему я говорю за эти 2 волны? Потому что, ну, по логике, когда начнутся в блогосфере, там, в интернете, в Фейсбуке качать там просто блогеры там какие-то там и так далее, это одно. Это уже начнется обговариваться, тут же на нас накинутся там на всех этих блогеров. Итак, помощник заместителя главы администрации президента Украины обсуждает с 2 людьми, находящимися в розыске, проведение спецопераций относительно Анатолия Шария. Ну, вы слышали все, что они обсуждают. Почему Александр Золотухин, несмотря на то, что мы с ним являемся политическими оппонентами и так далее, да, решил все-таки пойти на такой шаг и противодействовать администрации президента, и вот эту вот информацию сообщить в полицию Испании, в службу безопасности страны, да, и сейчас он находится, насколько я понимаю, уже под защитой испанских спецслужб. Потому что помимо вот этих разговоров велись разговоры о физическом устранении Анатолия Шария. И без сомнения эти разговоры у меня. И, конечно же, вы их услышите. А пока что конец первой части. Добрий день, українці, добрий день, світ. Я Золотухін Олександр, український адвокат, політбіженець. Хочу записати одне відео, яке дуже особисто для мене важке. Зараз ви зрозумієте, чому. Але, по-перше, я хочу заявити, що я не є найманий вбивця. Я не розумію і не підтримую українську владу, яку я можу назвати владою вбивць. Це я говорю зараз про адміністрацію Зеленського, президента, і про Службу безпеки України. І маю підстави так казати. Зараз я розповім певну історію свою особисту, яка от нещодавно відбувається в моєму особистому житті. Як ви знаєте, я знаходжусь в Іспанії. І зараз в хронологічному порядку я викладу певну історію, яка відбувається прямо зараз, прямо зі мною. Ніколи не думав, що я попаду в таку ситуацію, і попереджу, що я не є прихильник Анатолія Шарія. Ідеологічний навіть його супротивник. Але от слухайте, що відбувається, і робіть свої висновки. Минулому році мені подзвонила одна особа з батальйону Айдар з міста Луцьк. І, знаючи, що я перебуваю в Іспанії, він попросив допомогти Любаві Драгон. Вона теж з Луцька, відома особа, вона там з родиною Корчинських воювала, там була у Шустера, ну, погуглите.
Вона начебто приїхала в Іспанію і шукала там допомоги в плані консультації, як тут влаштуватись і таке інше. Теж наче біженка. Я зустрівся, допоміг їй, ну, зав'язались нормальні дружні стосунки. От. Далі вона якось позвонила мені, запропонувала зустрітись і сказала, що її там чи друг, чи співмешканець працює на ремонті у Анатолія Шарія. І каже, хочеш, я дам тобі його адресу, ти блогер теж, тебе читають. От. Знаючи мій запальний характер, вона, я так розумію, могла розуміти, що я далі з цим буду робити. Вона надала мені також фотографії вілли Шарія. Я опублікував пост. Просто протролив Шарія за, ну, мов, дивіться, як він живе. Круто, а ви там, його фанати, тупите. Да, і далі почалися дуже цікаві події. Зараз я їх пригадую, щоб нічого не впустити, і говорю в хронологічному порядку. Після того посту я отримав погрози, там певні, там завуальовані від Анатолія Шарія, зафіксував їх заявами в поліцію. У мене всі ці документи є. Вступив в контакт з його дружиною по Фейсбуку, з Ольгою Бондаренко, Шарій. Зав'язала з нами бесіда певна. Довго ми з нею говорили. Трохи я на неї там надавлював психологічно, для того, щоб вона мені надала контакт Шарія Толіка, для того, щоб я міг з ним з'ясувати відносини, якого хера він мені погрожує, там, і таке інше. Адресу ту вона просила, щоб я видалив. Я відмовлявся, контакт Толіка вона мені так і не дала. Але подала на мене в суд за погрози, і зараз я маю рішення іспанського суду, яке забороняє мені на 1000 метрів наближуватись до Ольги Шарій, до її будинку, адресу якого я опублікував, і до їх офісу. Хоча я не мав таких намірів, але маємо те, що маємо. Є рішення суду. Далі зі мною зв'язується підполковник СБУ. Поки що я не буду називати його ім'я, прізвище по батькові в інтересах слідства. Бо я, як казав раніше на своїй сторінці в Фейсбуці, я після затримання мене Інтерполом повністю співпрацюю з європейськими спецслужбами. От. І я думаю, що по цьому відео буде йти слідство. Бо справа йде про планування і замовлення політичного вбивства Анатолія Шарія. Саме Службою безпеки України. От вийшов на мене цей підполковник, і довго ми з ним спілкувались. Я зафіксував повністю всі наші переписки, розмови. Я їх передам, звісно, слідчим органам Іспанії. І що він вимагав? Він вимагав від мене, як від людини, яка має бойовий досвід, знаходиться недалеко від Іспанії. А чому він на мене вийшов, що до нього теж попав той мій пост з адресою вілли Шарія. І вимагав від мене спланувати оперативний план вбивства Анатолія і розробити цей план. Я його розробив, його надав, але сказав, що я не виконавець. Я хотів його витягнути інформацію з нього, і тому пішов з ним грати в таку оперативну гру. Так, знаєте, розповів. Він сказав, що він пропонував мені його вбити, я відмовився від цього. Я не хочу грати в ці ігри, я не є найманий вбивця. От, і він попросив відправити цей план йому, я його відправив через канал зв'язку «Пакистанський магазин», адресу я теж надам органам слідства Іспанії. От, це їх канал зв'язку. Він зв'язався, сказав, що він підбере виконавця. Я спитав у нього, чи є у вас зброя тут. Він каже, це не проблема, ми її доставимо.
Я потім благав його, знаєте, я не кровожадна людина і не хочу таких речей, я його благав для того, щоб просто перевербуйте Анатолія, там, давайте я можу цьому допоможу, щоб він поміняв свою риторику, там, чи там, якось з вами співпрацював, може там. Але, ну, він, в принципі, на то погодився. От. Ну, але я маю рішення суду, я не маю наближуватись до нього. Я думаю, що оскільки я відмовився від цього, я не хочу мати до цього участь, до вбивства Анатолія, от, яке планується з Службою безпеки України. Я впевнений, що я відмовився, але вони знайдуть якусь іншу особу. Вже шукають, скоріш за все. І начебто на цьому все. Але далі йде така от подія, як затримання мене 22 квітня цього року Інтерполу. Я ще здивувався, саме перед тим магазином, через який передавалась пошта, ну, СБУшнику цьому. І він, до речі, говорив, що ця справа на контролі у пана Баканова. І що, ну, тиснув на мене, що в мене син в Україні. І подумай над цим. І ти ж хочеш вернутися в Україну, то ми позакриваємо всі твої фейкові справи, що афаковці на тебе там понамальовували, із-за чого ти втік. Тобто мотив в мене, в принципі, був, і він на це бив. Так от, затримують мене біля цього магазину, поліція, по запиту Інтерпола. Я ще тоді здивувався, думаю, чому 3 роки, в принципі, афаковська псарня знала, де я знаходжусь, і вони мене не чіпали. А тут раптом бац, і через 3 роки мене заарештовують, бо подали в цьому році в Інтерпол. Місцевий суд випустив, врахував мої обставини, бо я є адвокатом і, в принципі, кандидатом в народні депутати був і головою окружної виборчої комісії. Там. Всі дані, чому я втік з України, я подав ще 3 роки назад, коли подавався тут на біженство політичне. Працюю я тут офіційно, живу я тут офіційно. Сам прокурор попросив, щоб мене відпустили на підписку про невиїзд і зобов'язання мене 2 рази на місяць ходити відмічатися в суд, інакше мене арестують. Дуже цікаво розпланували ситуацію, створивши мені проблеми з Інтерполом, зробивши мені через українську пресу імідж злодія, знаючи, що в мене є рішення суду по Анатолію Шарію, що в мене з ним є певні конфлікти там в юридичній площині, вони створили мені образ негодяя, вбивці, там, да, подонка. І планували вони, і це 100% я знаю. І я теж ці матеріали передам іспанському слідству. От, вони планували вбивство Анатолія Шарія тут, а потім вбивство мене на наступний чи в той же день, для того, щоб злити, знаєте, приховати сліди цього вбивства Анатолія і записати все на мене. В принципі, ніхто б не розбирався, да, у чувака є конфлікт з ним був, чувака, мабуть, контузія там з фронту рванула його, і він замочив Шарія, а потім там, чи сам застрелився, чи там ще щось зі мною б страпилося, я не знаю, яким би чином вони це планували зробити. Але, в принципі, списали б на це, і ніхто б довго не рив. Ну, да, був конфлікт, один другого замочив, потім сам застрелився, наприклад. Ну, цілком вирогідно. Ой. Ось така от цікава історія. Але, ну, мені не залишили вибору. Я намагаюся вберегти, захистити своє життя, і я не хочу мати відношення до брудних ігор адміністрації президента України і його заступників, їх очільника, а також пана Баканова і його СБУшних підполковників, які замовляють політичні вбивства на території Європи. Я не є вбивцею, я є воїном, а не найманцем. Отак. Так от, Володимир Олександрович, звертаюсь до вас. Мабуть, ви не знаєте, що твориться за вашою спиною. Але я вважаю, що ваша шантропа, лейтенант Баканов, очолює Службу безпеки. Ви в своєму розумі, як можна доручити керування такою структурою пану Баканову, лейтенанту, коли є генерали, полковники, які мають великий досвід
І мені здається, що ви навмисно розвалюєте країну. От такою шантрапою, яка добралася завдяки вам до рубки управління країною. Ви, якщо не наведете порядок і не розберетесь з цим питанням, то я буду вважати вас їх співучасником. А допоки я залишаю вам шанс і вважаю, що ви просто-напросто, знаєте, цар добрий і дурний, а дурять його нехороші і погані боярі. Так от приберіть з місць отаких от дебілів, злодіїв, які за вашою спиною роблять отакі речі. Замовляють політичне вбивство, фейкують справи кримінальні і таке інше. А взагалом діють проти держави. Якщо вам не подобається партія Шарія, да, вона мені теж не подобається, то воюйте з ними чесно, політично, а не найманцями якимись. Юридично з ними воюйте. А не так, як по вашому замовленню, чи по замовленню оцих, от, якого я назвав Смірнова, Портнова, Єрмака, Баканова. Роблять якісь типа націоналісти, які про націоналізм навіть ніколи насправді не чули, не читали жодної справи про націоналізм. І поплюжать обличчя українського націоналіста. Я знаходжусь в тверезому розумі, здравому умі, не під впливом якихось речовин, відповідаю за кожне своє слово і маю під кожне це слово матеріально зафіксовані докази, які я сьогодні передав офіційній владі Іспанії. А тут, на відміну від України, знаєте, панує закон. І хай про це знає весь світ, що мені замовляли політичне вбивство. Я не порушую законів Іспанії. Я дуже поважаю цю країну. Я поважаю закони цієї країни. А ви, здається, Володимир Олександрович, не поважаєте навіть себе. А пока что администрация президента Зеленского. Мы, и уже не только мы, будем требовать официальных комментариев. До новых встреч!